Андрей Мельниченко – главный угольщик России, король удобрений и олигарх, чьи активы оцениваются то ли в 17, то ли в 25 миллиардов долларов. Недавно он мощно выступил в журнале «Экономист». Он написал большую колонку о том, как Западу следует взаимодействовать с Россией. Редакция это дополнила объемным профилем, который больше походит на житие. Настоящий бизнес-лидер у них получился. Голос тех, кто способен изменить Россию. Одна обложка чего стоит? Сырьевой олигарх, который давно подо всеми возможными санкциями, там вышел чуть ли не большевиком-подпольщиком, только броневика под ним не хватает. Тем не менее, важно обсудить эту колонку. Мельниченко там действительно пытается донести настроение, царящее в российском истеблишменте. Пусть и делает это невыносимым образом. Отделить, что там интересное, а что нет, западной редакции, по всей видимости, не очень-то удалось, но попробуем мы. Прежде чем начнем, напомню, что мы собрали в одном месте все эффективные способы обойти блокировки российского интернета. В том числе мы мониторим работу VPN-сервисов и смотрим, какой лучше на данный момент работает. В списке этом обратите внимание на VPN Liberty. Сервис этот находится в топе нашего рейтинга и пользуется им уже 95 тысяч человек. Чтобы не впадать во вредные иллюзии, дескать, колонка Мельниченко какой-то сигнал внутриэлитного раскола, который вот-вот приведет к свержению Путина, стоит сперва сказать, что российская элита собой сейчас представляет. Когда мы называем наших миллиардеров, чиновников или глав госкомпаний элитой, это очень большая условность. Просто удобное обозначение, чтобы каждый раз не перечислять кучу категорий. В строгом смысле никакой элитой они не являются. Элита – это субъект политического процесса. Люди, которые либо принимают решения, либо могут на принятие решений непосредственно влиять. Вот возьмем условного американского миллиардера. У него действительно есть ресурсы, чтобы поддерживать или наоборот атаковать политиков, как прямо, так и косвенно. От того, где он решит построить завод на 10 тысяч новых рабочих мест, в этом округе или в соседнем, будут зависеть результаты выборов. Американский миллиардер через множество аффилированных структур может дать тебе денег на выборы, а может и не дать, а может вообще дать твоему оппоненту. Через лояльных публичных людей и СМИ может влиять на общественное мнение. У него есть официальные лоббисты, а еще есть сенаторы, конгрессмены и губернаторы, которые не хотят портить настроение главному работодателю своих избирателей, главному налогоплательщику на своей территории. И если происходит что-то, что американскому условному миллиардеру не нравится, у него в руках достаточно политических акций, чтобы его голос услышали. Нужный закон приняли, а невыгодное решение отменили. Российский же миллиардер не является субъектом никакого процесса. Это запуганное до ужаса существо, которое не то что не влияет на какие-то решения, но даже нос без разрешения почесать боится. Разговор Путина с миллиардерами сегодня звучит так. Деньги на бочку. По 100 ярдов отстегнуть извольте, а то мне тут на войну не хватает. И миллиардеры, теряя тапки, бегут платить, потому что знают, это не просьба. И вопрос тут только в том, останется ли обобранный живым и на свободе, или у него отберут все вообще и еще и закроют в тюрьму лет на 20. Неважно, какая у тебя фамилия, Мельниченко, Фридман или Керимов, ты понимаешь, что живешь по доверенности. А все твои заводы, газеты, пароходы, банковские счета, яхты, самолеты и дворцы – это лишь обман зрения. Это все может исчезнуть одним днем. Ничего из того, что у них нарисовано в списке активов, не гарантирует не только возможностей как-то влиять на ситуацию, но даже личную безопасность. Даже наоборот, чем больше на тебя записано, тем более питательным ты являешься кормом для режима. Потому и все их лавирование внутри системы не воздействие на процессы, а просто попытки уберечь себя, элементарно выжить. Сесть в тюрьму не сегодня, а попозже, если они внутри страны. Не хлебнуть невзначай новичка или полония, если находится за рубежом. Это вполне понятное противоречие явно давит людям на психику. Те, кто номинально вроде как хозяева мира, в реальности не распоряжаются даже собственной жизнью. Им хочется ощутить некоторую свою субъектность, говорить с публикой так, будто они настоящие миллиардеры. Но обращаться к Путину или его силовой верхушке, написав колонку для ведомостей, не только бессмысленно, но и опасно для жизни. Те, к кому ты обращаешься, прекрасно знают, кто ты такой есть. Западной же аудитории с правящим классом Европы и США можно из позиции элиты разговаривать.
Прислушивайтесь, мол, к моему мнению, дорогие западные партнеры, ведь я основатель того и сего, владелец 5-го и 10-го. Это вот все земли маркиза Карабаса. Я такой весь из себя влиятельный. Я от имени российской элиты поясню вам, в чем вы были неправы, как ошиблись в оценке России. И как все, что происходит сейчас, есть следствие вашего неверного в нашем отношении поведения. Западный журналист, политик, чиновник не очень-то понимает наши реалии. Он смотрит на перечень титулов и активов спикера и наивно полагает, что с ним разговаривает по-настоящему серьезный человек. Путин знает, что этот Мельниченко или любой другой на его месте, если чем и владеет, то своими тапочками. Даже не туфлями, потому что обувь со шнурками в СИЗО не пропустят. Просто посмотрите на обложку журнала «Экономист». Там портрет Мельниченко то ли в косоворотке, то ли в гимнастерке и подпись «Человек, который собирается изменить Россию». Пафос его колонки именно в этом. Он рассуждает о сценариях будущего, читает Западу нотации, как правильно вести себя с нашей страной. Делает вид, будто если внешние силы согласятся с его предложениями, то тут-то он придет и Россию изменит. И все это исходит от персонажа, который, по данным все того же издания «Экономист», в 23 году пожертвовал созданному Путиным образовательному центру «Сириус» 32 миллиарда рублей, лишь бы только спасти свои активы. На тот момент Генпрокуратура уже изымала у него Сибэко. Это очень важный контекст, без которого остальной разговор не будет иметь смысла. Нам не нужно впадать в то же очарование, в которое, очевидно, впала редакция уважаемого западного журнала. Перед нами не какая-то элита, которая делает политическое предложение поверх головы Путина. И это показалось. Перед нами человек, который живет в очень некомфортном мире, где будущее не зависит от его поступков и решений. Человек, который находится в заложниках у Путина, но хочет хотя бы в собственных фантазиях, хотя бы в разговоре с западной аудиторией вернуть себе контроль. Уже через эту оптику давайте посмотрим, с чем Мельниченко со страниц «Экономиста» обращается к западной публике. Разберем, собственно, содержание статьи. Займемся этим после короткой рекламы. Если вы планируете открыть карту в зарубежном банке, лучше не откладывать это на потом. Банки постепенно пересматривают свою политику, и, например, в Казахстане карту открыть стало уже не так просто, как раньше. Можно легко сейчас лишь продлить срок действия уже выпущенной. Но все еще можно открыть счет в других банках ближнего зарубежья. С этим помогает компания Феноменал. Феноменал помогла открыть карты уже тысячам россиян. И теперь те смогут спокойно принимать SWIFT-переводы с выгодной конвертацией, хранить деньги в валюте на именном счете, арендовать автомобили, оплачивать покупки за границей как онлайн, так и офлайн. При этом пополнить можно все это дело прямо по системе быстрых платежей с российского счета. Или наоборот, вывести средства на российскую карту, если получили международный перевод. Такой счет здорово пригодится и для путешествий, и для оплаты зарубежных сервисов, и для получения гонораров от иностранных заказчиков. Также с помощью такой карты можно покупать криптовалюту по хорошему курсу прямо внутри приложения банка. Банковское приложение доступно на русском языке. Apple и Google Pay с такими картами прекрасно работают. Еще и оформление быстрое, от 1 дня. С Феноменал вы можете стать клиентом зарубежного лицензированного банка наравне с резидентами страны безо всяких дорогостоящих поездок и получить мультивалютный счет на 5 лет. Обслуживание карт недорогое, а по промокоду КАЦ будет скидка на оформление 5000 рублей. Поддержка Феноменал поможет вам на каждом этапе, от обращения до активации. Ссылка в описании. Продолжаем. Главное слово колонки Мельниченко – суверенитет. В его изложении это главная ценность и главный актив России, который она непременно должна сохранить по результатам войны. И суверенитет этот положить в основу новой системы международной безопасности. Запад, используя войну с Украиной, пытается у России ее суверенитет отнять по Мельниченко. Что, дескать, угрожает всей системе международной безопасности, ведь только суверенное государство способно нести полноту ответственности за свои действия. При этом у слова «суверенитет» нет внятного определения. По сути, использование такого слова значит «мы хотим делать то, что хотим, так, чтобы нам за это ничего не было». Мельниченко, видимо, понимает, что логика эта дошкольная, и на ходу изобретает какую-то ерунду. Говорит, российский суверенитет заключается в том, что Россия может принимать решения независимо.
Из этого определения ничего не следует, потому что любое международно признанное государство может с одной стороны принимать решения независимо, с другой существует на планете Земля вместе со всеми остальными государствами. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Нельзя быть страной, которая делает все, что хочет. Все друг с другом связаны, все самостоятельны до определенной степени. Надо думать, бесконечное упоминание суверенитета – это такой заговор от сглаза и лихого человека. Мы знаем, чьим любимым словом является слово «суверенитет». Мы знаем, кто его готов вставлять в ответ на каждый вопрос, кто вставляет его в каждое выступление. Короче, видимо, Владимир Путин ни в коем случае не должен подумать, что Мельниченко тут в какую-то фронту играет и в оппозиционера заделался. Нет, Мельниченко всю дорогу государственно мыслит. Про суверенитет рассуждает. Сценарии же, которые Запад для России готовит, все, дескать, как один предполагают у России суверенитет отобрать. Почти дословно по Путину. Вырвать у Мишки когти. Сценариев таких Мельниченко видит 4 штуки. Все 4 являются вольным пересказом эскапад Владимира Соловьева из его «Воскресного вечера». Униженная Россия на западной периферии, переход России под китайский протекторат, превращение ее в осажденную крепость, где ничего не может развиваться, ну и, куда уж без этого, расчленение страны на неуправляемые кусочки. Мечта антиколонизаторов. Что мы видим в этой части, в которой Мельниченко приписывает Западу 4 сценария уничтожения российской государственности, суверенитета и целостности посредством войны с Украиной? Мы видим очень знакомую нам концепцию шизофренической геополитики. Концепцию, которая предполагает не обращать внимания на то, что происходит на самом деле. Что Путин нападает на Украину и вместо полицейской спецоперации получает тяжелейших пиздюлей. Что на 5-м году войны вместо Киева сражается за Константиновку. Так вот это все, мол, какая-то ерунда и неважно. Это скучный реальный мир. На самом же деле война, дескать, служит достижению целей Запада, который по неизвестной причине просто хочет России навредить. Какая от этого Западу выгода, Мельниченко объяснить затрудняется. Просто предостерег злодеев от разрушения архитектуры мировой безопасности путем уничтожения и расчленения России. Пока Мельниченко описывает архитектуру миропорядка и планы Запада, его текст выглядит не просто лоялистским, но в высшей степени верно подданническим. Самый свирепый охранитель и борец с экстремизмом не найдет никакой крамолы в утверждениях, что Запад повинен в попытках Россию унизить и разорвать на куски. Заканчивает свою обвинительную речь Мельниченко вот так. Строившие новую Россию люди, очевидно, на этом месте он имеет в виду себя, дескать, разочаровались в своем представлении о мире равных возможностей после начала войны. Ведь Запад ввел против них несправедливые санкции, чем, мол, подтвердил правоту российских властей. Здесь лоялизм автора уже начинает соседствовать с его потребностью быть субъектным. Мельниченко тут с некоторой моральной высоты, выступая от имени строителей новой России, укоряет Запад, что, дескать, мы вам так верили в ваши институты, в вашу защиту прав собственности, а вы подло воспользовались моментом и под предлогом войны наложили на нас санкции. Путин-то, получается, прав в итоге был. Нет у вас никаких принципов и институтов. Просто вы нам, наивным, лапшу все эти годы вешали на уши. В этом тоже нет ничего нового. Мы эту концепцию тоже слышали, причем сильно больше одного раза. Она вновь предполагает вывести за скобки сам факт развязанной в Европе войны. Арест активов ЦБ, санкции на олигархов и чиновников, уход западных компаний с российского рынка – это, мол, не следствие войны. Война просто стала поводом, говорит Мельниченко. Запад, дескать, всегда нас хотел ограбить, обидеть, с нами не сотрудничать, не продавать нам мерседесы. И все время только дожидался момента. И вот момент пришел. Война стала чем-то на вроде магнитной бури, позволила Западу, наконец, отринуть приличие и показать истинное свое лицо. Нет, мол, у них никаких институтов и прав. Они нас все время порицали. А сами такие же, лишь бы ограбить. Но понятно, что смысл текста заключается не в объяснении западным злодеям, какие они злодейские. Пафос выступления в том, что Мельниченко намерен Россию изменить. Как же именно? Что он там именно предлагает-то? В своем предложении Мельниченко снова без конца говорит о суверенитете. О том, что не нужно думать, как Россию за войну наказать, и даже, что более удивительно, не нужно думать, как выстраивать дружеские отношения с Россией. Нужно просто поддержать трансформацию России в предсказуемое государство.
Последняя часть, пусть она, как и все остальное, состоит целиком из оговорок и суверенных экивоков, звучит действительно интересно. По словам Мельниченко, с которыми невозможно не согласиться, главная проблема России в ее непредсказуемости. Причем нет никаких сомнений, кто является единственным источником этой непредсказуемости. Ни Запад с его несправедливыми санкциями, о которых так долго шла речь, ни Украина, ни какие-то посторонние злодеи, ни ЛГБТ или либералы. Единственным источником непредсказуемости политических решений в России является Владимир Путин. Это он может внезапно начать войну, безо всякой логики и объяснений, под самым вздорным из возможных предлогов. И люди типа Мельниченко, которые выстроили всю свою жизнь под Запад, окажутся посреди нигде. Им даже заранее никто ничего не объявит. Не дадут яхты вывести и счета позакрывать, продать недвижимость и выйти из активов. Владимир Путин может самым непредсказуемым образом решить, что Мельниченко этого, или Фридмана, или Дерипаску, или кого угодно еще, нужно раздеть до нитки и закатать в СИЗО, отобрать имущество у семьи, посадить тещу и водителя. Не имеет значения, зиговал ли этот миллиардер, спонсировал ли войну, сидел ли под санкциями, производил ли оружие. Нет такой лояльности, нет таких слов и действий, которые способны гарантировать собственность и свободу. Любое утро может стать последним на свободе. В любой момент Путину под хвост может попасть вожжа, и на этом твое олигархическое существование закончится. Вот именно здесь, на этом самом моменте, прорывается настоящее сообщение. То, что, очевидно, владеет мыслями всех обладателей должностей и активов в России. Мельниченко говорит: «Дорогой Запад, помоги нам построить предсказуемую Россию, помоги нам построить Россию без Путина. У нас общие интересы. Мы вновь хотим быть хозяевами своей жизни, своих активов, своего будущего. Мы хотим вернуть себе субъектность и не зависеть всецело от съехавшего с глузда старика, который непонятно что завтра учудит. То ли война, то ли СИЗО, то ли репрессии, то ли еще что. Спасите нас от него! И вы же хотите того же. Вам, очевидно, похрену, будем мы дружить или нет. А что вам нужно, так это не ожидать каждый день то ли нападения на Балтию, то ли ядерного удара, то ли еще какой-нибудь жести. Мы с вами вместе в заложниках у непредсказуемой России. Вместе в заложниках у Путина. И нет сомнений, что абсолютное большинство коллег Мельниченко по социальному положению под этим подпишутся. Нет сомнений, что все они, осознавая свое положение, ограниченную дееспособность, втайне рассчитывают, что придет какая-то внешняя сила и избавит их от Путина. А потом та же сила договорится с ними как с равными. Колонка Мельниченко ценна именно трансляцией этих настроений. Так мы можем заглянуть в голову целому социальному слою. И это единственное, чем она ценна. Потому что в остальном перед нами текст человека, который очень хочет высказаться, очень хочет, чтобы его выслушали и восприняли как серьезного собеседника, но при этом настолько боится собственных мыслей, что требуется прямо огромный опыт и понимание того, как все в России работает, чтобы выковырять из пересказа самой примитивной пропаганды то, что он на самом деле хочет сказать. До завтра.